Приветствую всех, друзья. С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро для мужчин и женщин. Что случится нежданно-негаданно. Или что случится негаданно-нежданно, как вам удобно. По традиции мы посмотрим сначала вашу ситуацию, что актуально в вашей жизни. А потом посмотрим по цыганскому сценарию, что было, что есть, что будет, что уходит, что приходит, что успокоит ваше сердце. Вот такой вот прогностический расклад. Настраивайтесь на себя, на свою интуицию, на свою ситуацию, на инсайты, на подсказки Вселенной. Может быть, на советы высших сил, духов, ну и вообще на какой-нибудь, может, позитив. Давайте настроимся. Я сегодня взял таинственный замок. Пусть он хоть немножечко позитива в эти темнейшие времена привнесет в вашей жизни. Ну и не забывайте, что это общий расклад и что выбирать из него вам, наверное, нужно только свое. И чужого не берите. Вот как-то так. Смотрите, в вашей судьбе сейчас происходит обучение. То есть такой закон притяжения или закон, он же закон причинно-следственных связей. То есть то, чего вы в прошлом не учли, оно сейчас реализуется. Но оно реализуется через то, что вы учитесь. То есть вам нужно новое знание, и вам открывается новое знание. И вы проходите в своей жизни через что-то новое, и нуждаясь в этом знании, вы его получаете. Понимаете? Да, вот так. Ну, давайте я так скажу, что вы должны что-то узнать. Вот очень скоро вам предстоит что-то узнать. Но вы в этом знании и нуждаетесь, да? Далее, давайте посмотрим. И вы к этому знанию идете долго. Ну, может быть, вам должна открыться какая-то информация по документам. Может быть, вы чему-то учитесь, какой-то экзамен сдаете. И, в общем, в таком стиле, да? Смотрите, расклад актуален для мужчины, короля Бубнового прежде всего. Но и женщина должна узнать, и желательно узнать что-то о мужчине. Может быть, это новый мужчина, только познакомились, а может быть, вы с этим мужчиной знакомы долго, или, относительно какое-то время, а нифига не знаете. А также женщине суждено познать что-то, открыть о мужчине. Вот. Ну и женщина, может, какая-то долгое время идет к своему мужчине. Да все никак пока его открыть не может для себя, как книгу, да? Как-то так. Давайте еще посмотрим, что тут может быть. Угу. Переживания, король трефовый. Если вы женщина, вас волнует какой-то мужчина, о котором вы мало знаете. Вас может волновать двое мужчин. Причем один сильно волнует, а второй как-то что-то скрывает. Может быть, даже тот мужчина, который волнует, он еще и что-то скрывает. А мужчину, особенно короля Бубнового, земельный мужчина, ждут переживания, волнения. И вообще волнения у вас в центральной карте идут. Как минимум вы волнуетесь из-за мужчины, за себя как мужчина. Мало знаний у вас о мужчине. Не знаете, где мужчина, что с мужчиной. Мужчина может привнести в вашу жизнь переживания и неожиданности какие-то. Скрытые моменты, о которых вы еще не догадываетесь. Ждете информации. И мужчина ждет информации, и вы ждете информации. Нуждаетесь в переписке, в общении. Может быть, какой-то мужчина залег на дно и привносит в вашу жизнь переживания, страдания какие-то. Может быть, настроение испортил какой-то мужчина и залег на дно. Может, пауза в отношениях быть, и надеетесь на скорое общение.
Ну и также вам информация беспокоит все-таки о документах, каких-то прямо разрешениях. Вам важно получить какую-то бумагу прям, может быть, доступ какой-то, дозвел, як кажуть, да? Вообще король трефовый — это власть. И от власти многое зависит в вашей жизни. От власти мужчины, и у мужчины от власти многое зависит здесь. Причем вы не все понимаете и не все знаете. Какой-то мужчина от вас скрывает что-то. Вы это чувствуете. Давайте вот эту еще карту. Ну, смотрите, женщина нуждается в информации о мужчине, мужчина о женщине, кстати, тоже нуждается в информации. Тут мужчина может сильно волноваться о женщине. В центре у нас волнение. Но у женщины как минимум двое мужчин может быть еще такое здесь. И мужчины, которые переживают о женщине и ревнуют ее. Ну вот здесь они ревнуют ее не безосновательно. Но пока я вижу двое мужчин, как минимум одну женщину. То есть треугольник может здесь быть. Но как у женщины треугольник, она не знает, как бы кого выбрать. Ей не хватает информации. Она еще не сделала свой выбор окончательный. И добавляет огонька или перчику, да, в эти отношения. Вот. Женщину ждет волнующая информация. Волнительная, волнующая информация. Относительно как минимум одного мужчины, а может быть и даже двух. Но женщина эту информацию получит. Давайте, что тут дух еще притаился. Давайте, причаився дух. Шо він там цей дух? Ну, сад. Сад обычно это счастье. Но сад еще и часто о обществе. Какая-то женщина будет как минимум счастливая, осчастливлена. Ну и тут получается так, что почему-то дух говорит о том, что все будет хорошо. Не знаю, как оно будет хорошо, но как-то будет. Пока не надо знать. Давайте посмотрим, что было в вашей судьбе. Что было просто. Не то, что уходит, да? А что было уже. Что вы такого узнали, что повлияло на вашу судьбу? Какое знание уже повлияло на вашу судьбу? На вашу судьбу повлияла женщина, бабушка, родственница, и вы столкнулись когда-то с магией. Ну и я вам так скажу. Знание магии уже повлияло на вашу судьбу. Как минимум от рождения, возможно, вы имеете какой-то дар, который, может быть, ищете, он вас беспокоит. Кстати, тут речь может быть еще и о даре. Потому что рыбы — это внутренний дар, это скрытый дар, это беспокоит. И вы, как женщина, особенно ищете информацию. Может, мужчина какой-то тоже чувствует в себе какой-то дар, а не может его никак открыть в себе. Что было у вас с мужчиной и королем трефовым? Давайте, бубновым, извините. Давайте посмотрим. Король бубновый вас напугал, и вы чувствуете животный страх по отношению к этому мужчине. Он вас очень сильно или пугает, или вводит в какое-то очень глубокое смятение и даже где-то боль, страдания или очень тяжелые мысли наводит. Когда, тут рядом комбинация такая прямо, смотрите, жрица, девятка мечей, знания, да, и глубинное что-то. То есть и реально король бубновый вас ввел в какой-то ступор. Давайте так, или в когнитивный диссонанс, или в болезненное состояние. Как минимум, в прошлом есть мужчина у вас, который вас реально сильно заступорил в болезненном состоянии, в болезненном трансе, да, вот так. Что у вас было с королем трефовым? А с королем трефовым у вас был шанс. Но, как минимум, в прошлом вам один мужчина вас, как говорится, загонял за горизонт и ставил
ну давайте так, в безвыходную ситуацию. Второй давал шанс. У мужчины в прошлом был хороший шанс уже был. И посмотрим, он его потерял или нет. Минимум мужчина какой-то в прошлом вышел из тупика, вырвался. То есть здесь, если о мужчине, то мужчина умеет проваливаться, ну, падать и подниматься. Вот так вот есть такое жрица, да, прям выход из темноты. Ну и мужчина какой-то познал боль и страдания от магии тоже тут оно есть. Ну, вырвался, очистился от магии. Ну, или от скверны. Что в прошлом, какая информация у вас была? Ой, у вас в прошлом были хорошие тоже отношения. Вот были плохие, да? Но были и хорошие. То есть был хороший человек, хорошие партнеры, да, в вашей жизни. И знаете, как вы в прошлом что-то оставили хорошее, но оно может вернуться. Ну, может. Как бы шанс есть, видите, так карты выпадают. Что за женщина в прошлом? Что за ведьма такая? Ого, 8 пентаклей. А ведьма-то рабочая. Ну, реально рабочая. Так что я скажу, что в прошлом была некая работа ведьмы. Ну и смотрите, если эта ведьма вам помогала, то она действительно помогла. А если вы знаете, что ведьма гадила, ну, если вы это знаете, то могла повлиять на ваш финансовый поток и на ваши отношения. Ну, как минимум, ухудшить их. Закрыть документооборот, прикрыть прибыль и рассорку сделать с мужчиной. Это тучи все-таки. И как минимум, мужчина стал на вас смотреть другими глазами. А что о прошлом скажут, о прошлом счастье скажут ваши духи? Ну, у вас счастье было, и вам высшие силы давали шанс все сделать. Все зависимое от вас. Может, вы и делали все зависимое от вас. Но в прошлом факел у вас огонь, факел, да, то есть намерение, оно чистое. Возможно, в прошлом вы все сделали, что могли. Ну окей, посмотрим. Тут оно такое, пока сумбур идет. Структуры пока не очень я могу поймать, но некий такой скелетик уже есть. Давайте посмотрим теперь дальше. Давайте дальше посмотрим, что происходит сейчас такое, да? Давайте посмотрим, что происходит сейчас просто вот. Или что важно знать сейчас, да? На что стоит обратить внимание сейчас, то, чего вы не знаете, не замечаете, да, вот так. Вот жрица и информация. Прям вот что вам нужно знать сейчас, да? А мы сейчас линию жизни сейчас смотрим. Вам нужно так, чтобы все по закону, по справедливости. Закон вам нужно не нарушать. Вот выписали какой-то штраф. Лучше заплатите. Не накаляйте ситуацию, не пользуйтесь. Наверное, скорее всего, не пользуйтесь. Не прибегайте все-таки к услугам криминала. Ну, часто вот, да, вот гадают и спрашивают, вот мне воспользоваться криминалом или нет. Ну, вот здесь ситуация, когда нет. Все по закону должно быть. И вас кто-то тайно осуждает вот сейчас. Осуждает, особенно если щеки горят, там уши горят, щеки горят, все свербит, зудит, да, вот тайно осуждают вас. Прямо сейчас. Проверьте. Не зудит, не свербит. Чего стоит бояться сейчас? Что угрожает сейчас? Давайте смотрим. Ну, угрожать вам может только война. Война. Угроза может быть от любовника. И чтобы вам не бояться, вам лучше не приближаться к огню. Быть осторожным с огнем, который идет с воздуха. Воздух и огонь. И чем дальше вы от войны, тем лучше. Ну, как бы вот так вот. То есть, чего бояться, скрытая угроза. А любовник может нести неприятности пока что. То есть, от любовника могут идти неприятности. Ну, на это стоит обратить внимание. И что-то тайна. Какая-то тайна или какая-то тайная угроза. Еще и кто-то может вам пытаться отмстить, правосудие какое-то. То есть месть или возмездие какое-то тайное может быть.
Его стоит опасаться. Как минимум, но бояться, опасаться. Тут мужчина-любовник, поэтому за мужчину стоит попереживать. Что сейчас, какие шансы вам дает судьба, несмотря на ваше напряжение? Вот несмотря на все плохое, что может быть хорошего? Знаете, здесь маг выпадает. Чудо, да, чудо. Или, ну давайте назовем это волшебство, или чудо, волшебство, магия имеет место быть все равно. То есть это мужская карта, это карта Творца в любом случае. То есть как бы не было страшно, да, там плохо, или месть какая-то, или магия, или тупиковая ситуация, все равно шанс есть. У мужчины должно все получиться здесь. Все прям получится. Эта карта все получается. Маг. У женщины тоже по отношению к мужчине все равно шанс есть какой-то. Вот если его использовать, если брать у вселенной шанс. Кстати, здесь по королю трифовому это огонь, земля и опять огонь. Это король жезлов, тот же маг. Ну, в маге все короли. А здесь шанс, то есть мужчина даст шанс. Магия даст шанс. Боги дадут шанс, высшие силы. Видите, в высших силах туз лежит на высшие силы. То есть вопреки всему, слышите, вот идет из потока, вопреки всему ты все равно будешь иметь шанс. Ты не останешься с пустыми руками, у тебя все получится, у тебя получится достичь. Ты преодолеешь препятствия, особенно если ты мужчина, и для женщины, если женщина там с мужчиной какие-то вопросы решает. Преодолеешь препятствия с начальством, в своих делах, в бизнесе, там, в деньгах. Сейчас вот происходит какая-то божественная магическая стабилизация. Высшие силы открывают этот портал. Если вы из этого портала хотите получить прибыль, успех или помощь божественную, ставьте на паузу и пишите: я получаю из портала высших сил, вот Зевс, да, пусть Зевс, да, открывает, король жезлов, король огня, король молний, да, управитель молний. Руну Сола можете нанести, кстати, на руку тоже. И написать: я принимаю божественную силу от высших сил, которая идет мне во благо и в помощь, как исцеление, как финансовая помощь. И вот просто побудьте в этом мгновении. Вам важно отследить, получаете ли вы радость от этого или нет. Это важно. Окей, продолжим. А вот что хотят или что хочет сейчас вам сказать человек из прошлого, которого вы помните? Вот загадайте сейчас человека, который оставил хороший след в вашей жизни, приятный след в вашей жизни, с которым вы, может быть, прожили долго, или с которым у вас было радостное общение. Там, может быть, знакомый хороший, может быть, бывший муж, бывшая жена, ну и так далее. То есть вот вам посылочка или весточка из прошлого сейчас будет. Смотрите, весточка и прошлое. Это шестерка кубков. Или тот человек, которого любите. Вот. Давайте. Что вам хочет сказать прошлое о вас? Или что передать? Она скучает по вам. Он скучает по вам, она скучает по вам. Знаете, у нее болит сердце по вам. Ну что ж, значит, это должно быть, наверное, да. Если так вот такая карта выпала, мы же не можем сказать, что он радуется. Нет, скучает. И тут, видите, шестерка кубков, а здесь пятерка. Может быть, эта женщина скучает по вам, если вы мужчина, король трифовый или король бубновый. А если вы женщина, то этот мужчина скучает по вам. Окей. Ну, вообще пятерка кубков — это мужская карта. В принципе. Ладно, давайте посмотрим, что сейчас делает женщина. Вот что делает женщина прямо сейчас. Какую работу, а тут еще и магия, может это магическая работа, вот как раз и проверим, да, такой тест. Микродиагностика негатива. Смотрите, женщина делает работу. Вот чем занимается сейчас женщина? Вы можете себя протестить. На своем ли вы пути? Да, вы на своем пути как женщина, но женщина добивается своего. Женщина сейчас учится. Женщина сейчас занимается треугольником.
Женщина сейчас себя апгрейдит, имейте это в виду, потому что, ну я так скажу, что у женщины серьезный прогресс в своих делах, а учитывая то, что эта карта, да, она рядом со жрицей и правосудием, то если вы чувствуете, что у вас ситуация прям ухудшается, или там краски сгущаются, то в центре тут опять-таки магия, да. Если у вас с мужчиной ухудшается ситуация, да, вдруг, то женщина-соперница делает что-то, и оно только ухудшается. А если у вас наоборот идет на подъем, это вы, женщина, вы прикладываете какие-то усилия, учитесь, там, развиваетесь, делаете какие-то свои практики, контрмеры проводите по поводу, да, ухудшения вашей ситуации, то есть выходите, выгребаете, да, то у вас получается. Если это соперница, то у нее получается. А если это вы, да, если вы видите себя в этой карте, то у вас получается. Но, как минимум, если вы загадали себя на здесь и сейчас вы выходите из состояния стагнации, высшие силы вам в этом помогают. И вам важно прямо сейчас начинать что-то новое, чему-то учиться, где-то искать новую работу, новый бизнес, вносить какие-то коррекции в работу, в бизнес. Но вы идете правильным путем сейчас. Соперница, да, если вы загадали это соперницу, то она... Соперники, они как бы у вас, ну, не дремлют, давайте так скажем, не закрывают глаза на вас. Но и вам нужно как бы быть постоянно, знаете, как отмахиваться от всего дурного, как говорится, да. Давайте сейчас духи как видят вашу энергию. Ну, духи вам и говорят: поторопись. Делай свою работу с любовью. И тут готовься к различного рода испытаниям. Тебе судьба сейчас подкидывает разные варианты. Берись за них, пробуй. Вот такой у меня почему-то идет поток. Твори, выдумай, пробуй опять. Да, я не знаю, откуда он пришел мне. Ну, пусть будет. Твори, выдумай, пробуй. Пусть будет. Твори. Тут творец, и тут разные направления. И вам сейчас идет эта информация. Это же поток информации идет вот по этой карте всегда. Она нужна. И что сейчас у женщины, да, то есть у нее разруливается и треугольник с любовником, и на работе. Да и у мужчины, и с женщиной разруливается треугольник, и на работе стабилизируется ситуация. Вот прямо сейчас она происходит. Вот отсюда и портал. Вот еще раз поставьте на паузу, если они попросили у высших сил, у Зевса, да, то есть это будет Зевс. Или может быть это там Перун, да. Кто там, ну какой это может быть у вас бог, который передает вам огонь, силу. Здесь видите, огонь, а здесь облака. В облаках таится огонь, молния, энергия. И вот он маг. То есть вы по сути вот сейчас на связи с высшими силами, с Богом, с Создателем, с энергетикой, с энергией. Вот. С энергией огня. Окей. Давайте посмотрим дальше. Что будет в вашей судьбе? Что будет? Что будет в вашей судьбе? Что-то в вашей судьбе, двойка жезлов из прошлого. Это карта к прошлому. И оно, смотрите, здесь балансирует, а здесь какая-то тайна. Вам откроется какая-то тайна из прошлого. И какая-то женщина из прошлого даст о себе знать очень скоро. Имейте это в виду. Она напомнит о себе. Через закон или через связи с мужчиной. Дальше. Бывшая, может быть, даст о себе знать. Что еще будет? Будет у вас поездка на дальнее расстояние, но она будет по причине того, что вы туда давно хотели, и вас что-то очень сильно испугает. Придется ехать по вопросам мужчины и, может быть, даже переживать за мужчину в поездке. Дальше что будет? У вас будет еще встреча с мужчиной. И у вас будет встреча с любимым мужчиной. Любовь в вашей жизни, вот да, любовь нечаянно нагрянет. Любовь негаданно, нежданно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Вот пусть будет так, да. Вам придет помощь. Причем помощь почему-то это идет от женщины. И как минимум женщина поможет какому-то мальчику или ребенку. Может быть деньгами, может быть своими силами. И в вашей жизни найдется покровитель. И человек, который поможет вам наладить ваш финансовый канал.
и, возможно, ваши отношения. И как бы вы ни печалились по прошлым утратам или по поводу прошлого, все равно ваша жизнь рано или поздно наладится. Не самые светлые времена вы сейчас, может быть, и переживаете. Но магия уже происходит. И если вы верите в чудо, другого пути и выхода у вас нет оттуда. Что еще будет в вашей жизни? Вы почувствуете вкус жизни, и вы дадите себе шанс. Вы его сейчас, может быть, не даете, не замечаете, может быть, обиделись на кого-то или на весь мир. Вы сейчас болеете, страдаете, но в будущем все равно вы этот шанс ощутите. Он находится за вашей спиной, за левой стороной, именно там, где смерть. Вы почувствуете холодок, повернетесь и увидите там какую-то темную тень. Поймете, что больше не стоит концентрировать внимание на темном. Вы повернетесь лицом к свету, и пентаграмма света своим мерцанием пройдется по сетчатке вашего глаза и разбудит вас. Будет какое-то озарение, вы как будто бы пробудитесь. И это будет как будто бы свет, который попал на ваши глаза. Вы прозреете, как будто бы откроете глаза и отпустите какой-то камень с души упадет у вас. И вы ощутите вот какой-то новый свет жизни. И услышите, может быть, пение птицы, может быть, радугу заметите. Может быть, это будет какие-то оттенки в старой вашей картине. Может быть, в окне увидите. Может быть, просто почувствуете вкус напитка по-другому. Это будет триггером, тем самым триггером, который оживит вас. Оживит и, знаете, вот он, материя, просто ключом жизни будет медленное течение материи. Вот это медленное течение материи, а это вообще возможность течь. Можете сейчас нарисовать на запястье руну Ларгус. Это и есть то самое течение материи, которое открывает движение от четверки пентаклей, пятерки пентаклей. Что нужно сделать? Нужно сделать, чтобы боль начала проистекать. И тогда проистечение боли, а именно катарсис, даст вам возможность в будущем замечать шансы, замечать возможности, не упускать их, реагировать без боли. Может быть, даже и с болью и страданием, но отпуская ту боль и страдания и впуская в свою жизнь новую любовь, новое движение, новую энергию, новые отношения, новые финансовые потоки. И да будет так во веки веков. Амин. Давайте посмотрим, что навсегда уходит из вашей жизни, что стоит отпустить и забыть. Что стоит отпустить. Шестерка жезлов. Возможно, старый брак. А возможно, даже желание доказать что-то и победить во что бы то ни стало. Победить. Ну, смотрите, слово победа от слова беда. Возможно, ваше стремление победить и что-то доказать. Ну, смотрите, возможно, так вы не победите. И вам нужно пойти другим путем. Что еще уходит из вашей жизни? А из вашей жизни будет уходить мстительная королева мечей и одиночество. Проблемы с законом тоже уйдут. И из вашей жизни, скорее всего, все-таки уйдет король бубновый и король пентаклей. Возможно, бывшие и бывшая покинут влияние и перестанут влиять на вашу жизнь. Что откроется в вашей жизни? Именно что открывается? Какие двери открываются в вашей судьбе? 3 двери. Первая дверь. В вашей жизни меняется судьба, и судьба готовит вам судьбоносное событие, особенно если руны Эйвас были начертаны на вашем аватаре. Ну, кто в теме, тот в курсе, когда я рисовал эти. То есть ваша судьба меняется. Ваш род становится за вас. И ваш финансовый поток укрепляется. Ваш бизнес, обнуляясь, возрождается. И ваши возможности вновь появляются. И укрепляясь, материализуются. Ваше здоровье укрепляется. И ваши связи с родными и близкими, обновляясь, приумножаются. И ваша судьба, ваша тяжелая судьба корректируется и изменяется. Ваши тяжелые и трудные планы завершаются. И в вашей жизни исцеление появляется. Финансовый поток налаживается.
все острые углы вашей жизни сглаживаются, и знания по роду отца, открываясь, дает вам возможность жить легко, улыбаясь. Отец и ваши родственные связи избавят вас от страданий, судьбы, вязи. Судьба даст какое-то вам исцеление по роду отца, и вы очиститесь от болезней и нужды преследования. В вашу жизнь входит знание и мужчина, и он повлияет на вашу судьбу. Близнец, весы и водолей сможет понять и услышать вас. И вас ждет исповедь, и на этой исповеди камень с души отвалится, и все больное в пропасть тьмы прошлого по линии отца и рода провалится. Ключ, замок, язык. Аминь. Давайте посмотрим, чем сердце успокоится. Просто в любви и отношениях дороги откроются. Все завистники и все недоброжелатели останутся позади, и никто не сможет положить на вас, вашего партнера, свой косой глаз. Будет признание в любви, женщина дождется, а мужчина, скорее всего, вернется. Какое-то будет потрясение внезапно в вашей жизни. Какая-то женщина может сделать стресс вам и что-то прекратить. Но что же это такое выпадает? Почему-то выпадает башня, луна и смерть, и влюбленные. Знаете, чем сердце успокоится? Очень сложная комбинация, смотрите. Прямо выпало такое. Влюбленные, башня, смерть и луна. Чем сердце успокоится? Только принятием того, что то, что ушло, никогда не вернешь. И смотрите, в этих 5 картах центральная карта выпала смерть и башня. Вам сердце успокоится только путем. Это путь. Путем ходьбы. Путем ходьбы по разрушенному миру, где невозможно свернуться назад, и смерть уже за спиной вашей. И вам будет очень тяжело. Это луна. Тяжело выйти из этого. Но вот успокоится сердце только путем. Слышите? Только путем идти. Путем ходьбы вы будете идти вот так вот, да? Все вокруг как бы разрушено. Будете ощущать пустоту. И вот этот холодок за левым плечом, да, я говорил. А что же там за левым плечом? А за левым плечом смерть, видите? Вот так оно и есть. Вот оно за левым плечом. Но вы будете понимать, вот эта карта, это пустоты глубинной, что уже терять нечего. То есть чем сердце успокоится? Вот она, эта 9, и ощущение того, что вам больше нечего терять. И чтобы просто изменить жизнь к лучшему, вам просто придется пройти это опустошение. И видите, опустошение, оно и есть состояние переворачивания этих чаш. Поэтому сердце успокоится только катарсисом, к сожалению. Вот он. И я скажу так. Будет больно. Будет очень больно и будет очень, может быть, даже страшно и одиноко, но в конечном пути вы закроете этот цикл и сможете пойти чистым путем любви в свою новую жизнь. И да помогут вам не только добрые люди на вашем пути, но и ваш ангел-хранитель, который здесь находится за правым путем. И помните, как бы ни тяжела была судьба ваша, ви обов'язково справитесь. Тому що сили світла завжди допомагають світлим людям на їх важкому і часом темному шляху.
Світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе, і сили світла завжди будуть поруч з вами, і да згинуть сили темряви на вашому шляху. Все буде добре. До зустрічі. Па-па.